Ам, Да, мы обратили внимание на очередное интервью руководителя бюро по вопросам киберпространства и цифровой политики Госдепа. Это посол по особым поручениям Натанаэль Фик. Он дал это интервью американскому журналу «Внутренняя безопасность сегодня». Оно вышло 14 декабря. Материал вызывает, конечно, смешанные чувства. Понятно, желание человека, которого только что назначили. При этом он всегда был кадровым военным, утвердиться в своем новом качестве, продемонстрировать аудитории знания специфики предмета, доказать востребованность, квалификацию и так далее. Проблема в том, что получается малоубедительно. Отправная точка Натанаэля Фика заключается в том, что, по его словам, США стоят на страже мира, добра и свободы в киберпространстве. Защищают это самое киберпространство, прямая цитата, от темных сил авторитарного зла. Прежде всего, конечно, это Китай и Россия. Выступают за переговоры, исключительно дипломатические средства урегулирования конфликтов, радеют об активном участии крупных технологических компаний в процессе принятия решений наравне с государствами. Я прошу прощения, у меня вот все-таки есть вопрос к господину Фику, коль скоро он начал заниматься цифровой политикой в Госдепе. Если так все благостно и красиво, а ничего, что американская цифровая платформа, социальные сети, в том числе, которая является частью большого конгломерата, туда входят и мессенджеры, и хостинги и так далее. Ничего, что она пару месяцев назад сказала, что абсолютно нормально, что люди выражают ненависть и призывают к убийству целого народа и отдельных наций. И никто в Государственном департаменте, Белом доме США и бровью не повел, сказав, что как-то это звучит не очень. Наоборот, было сказано, что все нормально, так сказать, и киевский режим имеет право на все, и те, кто киевский режим поддерживает, или наоборот им окормляется, они имеют право ненавидеть других и призывать к их убийству. Это было на американской цифровой платформе, одной из самых популярных, куда приходят сотни миллионов, даже миллиарды людей. Там ведется торговля, там ведется обучение, стриминги и так далее, так далее. Это один пример, а таких примеров миллион. Помимо того, что озвучиваемые новым представителем Госдепа по цифровой политике тезисы, они уже не новые, они дублируют многократно озвученные установки Вашингтона, они просто лицемерные. Вот один пример я привела, но еще раз, это один пример. Я могу привести несколько, иначе мы будем перечислять их сутками. Вот они что, не помнят скандал вокруг Сноудена, когда он разоблачил всю эту, как было сказано, защиту от темных сил авторитарного зла? Он же рассказал всему миру о программе глобальной слежки. «Призм», помните, была такая? Она осуществлялась Агентством национальной безопасности США не только в отношении собственных американских граждан, ну нравится им, пусть они этим занимаются. Но ведь она занималась слежкой за лидерами зарубежных стран, в том числе ближайших союзников Вашингтона. Крупнейшие технологические монополии – Microsoft, Facebook, YouTube, Skype, Apple, многие из них объявлены экстремистскими на территории нашей страны, финансируются американским правительством в целях отработки конкретных политических заказов, что они обязаны делиться всей информацией, включая персональные данные своих же клиентов, со спецслужбами США. Это в Госдепе не помнят, не знают, не в курсе. Истинные цели администрации общеизвестные. Отвлечь внимание общественности от своей агрессивной деятельности в киберпространстве, сохранить единоличный контроль над информационными потоками и навязать концепцию миропорядка, основанного на удобных США правилах, закрепив за собой право просто назначать виновных. И киберсреда является еще одним подтверждением, не исключением из этой политики, а подтверждением ее. Сколько лет спецпредставитель президента нашей страны, господин Крутских, занимается международным сотрудничеством, целью которого, с нашей точки зрения, должна стать выработка единых правил игры в киберсреде. Сколько усилий было потрачено в соответствующих комитетах Генеральной Ассамблеи, самой Генеральной Ассамблеи, сколько было предложений по двусторонней линии, в каких-то многосторонних форматах. Да, были, кстати говоря, и успешные примеры взаимодействия, но глобально мы же прекрасно понимаем,
куда стремятся Соединенные Штаты Америки? Они стремятся, к абсолютному доминированию в киберсреде, к тотальному контролю за другими, и к борьбе со своими оппонентами нелегальными, незаконными, нетранспарентными методами. Вот это вот основная цель и задача. Это к вопросу относительно того, что они... Я позволю себе еще раз, третий раз повторить, потому что это прекрасно. Представляют все это как защиту от темных сил авторитарного зла. Ну, вот хотела бы сказать американскому киберпослу, возможно, он не знает, что американская гегемония ушла в прошлое, и в современных геополитических реалиях подобная дипломатия, ковбойская дипломатия, более не работает. Если его задача действительно продвинуться в решении реальных задач обеспечения информационной безопасности, то нужно просто прекратить вот всю эту историю про единоличное доминирование, желание демонтировать нашу страну, создать иллюзию международной изоляции, заниматься неприглядными вещами, выдавая их за праведность.